Острая боль поясницы приковала вас к кровати, а врачи пугают грыжами и назначают дорогие таблетки. Нам годами внушают, что болят стертые диски и зажатые нервы, но это главный медицинский обман. Сегодня вы узнаете, почему на самом деле стреляет в спину и как навсегда снять эту боль за пару минут прямо на полу. Добрый день, меня зовут Евгений Божьев. Сегодня хочу ответить на вопросы по поводу болей в пояснице. Очень часто люди спрашивают, откуда они берутся, почему и каким образом, самое главное, каким образом их убрать. Здесь нужно четко совершенно представлять. Первое, что боли в пояснице всегда связаны с мышечным напряжением. Никакого отношения к каким-то проблемам с дисками с межпозвонковыми, к корешкам позвоночным не имеют вообще. Боли связаны только с мышечным напряжением. Есть три варианта развития болей в поясничной области. Первый вариант, когда боль связана с напряжением парадольных мышц поясницы или квадратных мышц поясницы из-за того, что просто человек банально перегрузился. Взял там, потаскал мешки с песком, да, напряглись эти мышцы, естественно, они болят. Соответственно, снять эту боль легко и просто одним из трех вариантов упражнений. То есть нужно расслабить, растянуть мышцы поясницы. Вот, помните, мы с вами говорили, что существует для того, чтобы расслабить какую-то мышечную группу, нужно растянуть ее и подержать в растянутом положении 2 минуты, не меньше, чем 2 минуты. Вот это надо сделать. Три варианта расслабления. Первое. Например, встали на коленочки, сели попой на пятки и, не отрывая попы от пяток, вот так потихонечку наклонились вперед. И расслабились. И 2 минутки в таком расслабленном положении, вот у вас спина получается выгнута, 2 минутки в таком расслабленном положении вы сидите. За это время мышцы поясницы растягиваются, расслабляются и, соответственно, убираете боль. Второй вариант. Вы просто сели, ноги можно согнуть, да, и руками взялись за ножки и вот так вот руками натянули свою поясничку. Вот она тянется. То же самое, расслабились и 2 минутки сидите спокойненько в таком положении. Тоже тянутся мышцы поясницы. И третий вариант. Вы легли на спину, ножки согнули в коленях, руками подтянули к себе, и только не к груди, а к подмышкам, то есть по бокам от груди, да, и тоже расслабившись вот таким вот образом, полежали 2 минутки. Тоже идет растяжка мышц поясницы, и, соответственно, вы убираете боль в них. Вот такими простыми растяжками вы не обязательно делать все 3. Можно выбрать любую, которая вам больше понравилась. И вы спокойненько эту проблему решите. Врачи обожают списывать все на межпозвонковые грыжи, отправляя вас на бесконечные МРТ. Но кости и хрящи не умеют болеть так резко. Это кричат ваши перенапряженные мышцы. Представьте туго натянутый стальной трос. Если его постоянно дергать, он начнет разрушать крепление. Ваши мышцы поясницы после поднятия тяжестей превращаются именно в такие жесткие спазмированные канаты. Таблетки лишь на время отключают сигнализацию в мозге, но не расслабляют сам мышечный узел. Мази дают обманчивое тепло на коже, пока внутри продолжается разрушительный спазм. Секрет исцеления кроется в биомеханике. Чтобы отключить спазм, мышцу нужно просто мягко растянуть. Ровно 120 секунд статического натяжения перезагружают нервную систему, как нажатие кнопки «Сброс». Ваш мозг сам дает команду отпустить мышечный панцирь, и боль растворяется без следа. Второй вариант появления болей – это когда идет перегрузка мышц таза. То есть у нас в норме тазовые косточки подвздошные, они должны ходить каждая сама по себе. Когда зажимаются мышцы таза и зажимают эти кости, и начинает таз ходить единым целым, единым конгломератом, тогда напряжение здесь в тазу, а перегружаются мышцы поясницы. Болеть будет поясница из-за того, что таз зажат. Зажимают таз 3 мышечные группы. Это ягодичная мышца, передняя поверхность бедра и задняя поверхность бедра. Соответственно, их вам и надо расслабить. Передняя поверхность бедра расслабляется, согнули в колени и
отвели колено назад, то есть разогнули в тазобедренном суставе. Как вариант, можно положить, например, стопу на стол и отклониться вот так вот, оперевшись на стол рукой, чтобы вот почувствовать натяжение, не напряжение, а натяжение по передней поверхности бедра. 2 минутки, как мы сказали. Задняя поверхность бедра. Вот таким образом. Положили ножку и наклонились к ней. Вот тянется задняя поверхность. Можно придерживать коленочку, чтобы не изгибалась. И 2 минутки вот так постояли. И ягодичка. Я здесь не покажу, но вот представили себе. Дверной проем. Я ложусь на спину вот так ногами в дверной проем. Вот лежу на спине. Так что у меня дверной косяк получается где-то вот примерно на уровне колена. Вот там, вот так, да, я лежу. Вот. И ножку запрокидываю, так, закидываю пяткой за противоположный косяк. Вот. Да? Вот туда положил ножку и расслабился. И под своей тяжестью она потихонечку вот так вниз начинает уходить. Только здесь смотреть, чтобы таз не отрывался. То есть таз должен лежать на полу, не уходить вслед за ногой. 5 минут одну ножку подержали, и потом 5 минут другую. Вот таким образом вы расслабили мышцы таза. Вот, ну, естественно, желательно и мышцы пояснички тоже, вот как мы показывал перед этим, тоже расслабить. Вот тогда, соответственно, и эту проблему вы сможете решить. Наше тело – это сложнейшая система рычагов, где все связано прочными биомеханическими цепями. Вы можете годами лечить поясницу, не понимая, что настоящий корень зла скрыт в вашем тазу. Зажатые ягодицы и бедра берут таз в жесткие тиски, лишая его природной амортизации. Представьте автомобиль, у которого намертво заклинило рессоры. Каждый удар принимает на себя кузов. В вашем случае этим кузовом становится поясница, которая вынуждена компенсировать чужую работу. Сидячий образ жизни превращает ваши бедра в укороченные окаменевшие канаты. Простая дверная коробка заменит вам кабинет дорогого мануального терапевта. Всего 5 минут гравитационной вытяжки возвращают костям таза их природную подвижность. Как только таз обретает свободу, поясница с облегчением сбрасывает с себя чужой груз. И третья проблема, которая может возникнуть, при которой может появляться боль в пояснице, эта боль обычно бывает очень острой. Вот, буквально малейшее движение, острую, пронзающую, резкую боль вызывает в пояснице или, может быть, в области крестца. То есть вот примерно вот в этом месте. Эта боль связана с венозным застоем в спинномозговом канале. Почему это бывает? Это бывает из-за напряжения брюшины. Дело в том, что вены спинномозгового канала выходят в области живота. Как раз примерно на том месте, где сходится воедино вся брюшина. И вот оттуда венки как раз и вытекают. То есть кровь из спинномозгового канала вытекает через вот эти венки. И когда брюшина напрягается, а чаще всего это бывает, когда мы поднимаем какую-то тяжесть, да? Говорят, недаром существует выражение, там, живот сорвал, пуп надорвал, да? Почему? Потому что когда мы поднимаем тяжелое, мы создаем напряжение здесь в животе, и брюшина зажимается. Вот. И вот это вот напряжение брюшины способно передавить венки, которые выходят из спинномозгового канала, и нарушить венозный отток. Вот, и когда нарушается венозный отток, естественно, набухает там все, и появляется вот такая вот острая простреливающая боль может в пояснице или в области крестца. Есть характерные симптомы у этой боли. Первый симптом, что эти прострелы всегда связаны с повышением внутрибрюшинного давления. Ну, например, чихнули, прострелило, покашляли, прострелило, напряглись, прострелили, там в туалет пошли, потужились, прострелило, да? То есть вот такая эта боль связана с этим. Это первый момент. Второй момент. Часто, не всегда, но часто эта боль вызывает определенное положение тела. Вот. Например, человек ходит вот так. Вот в таком положении вот оно держится у него. Вот такое положение тела, это как раз показатель того, что это именно вот эта причина, то есть нарушение венозного оттока. И третий симптом, который характерен для этой проблемы, это когда человеку легко при сгибании. Вот, например, лечь на спину с выпрямленными ногами ему сложно.
начинает боль. Вот. Как только согнул ножки, все, боль ушла. Вот. Почему? Потому что это напряжение брюшины связано с напряжением еще подвздошно-поясничных мышц. Острый прострел, от которого темнеет в глазах, это не защемление нерва, как нам всегда говорили. Это настоящая гидродинамическая катастрофа внутри вашего собственного спинномозгового канала. Когда вы срываете спину, поднимая тяжесть, внутрибрюшное давление взлетает до небес. Напряженная брюшина работает как жесткий жгут, намертво пережимающий пути оттока крови. Возникает венозный застой. Вены раздуваются, как перекачанные водой пожарные рукава. Именно это колоссальное внутреннее давление жидкости и вызывает ту самую парализующую боль. Малейший чих или кашель бьет по этим раздутым венам, как удар электрическим током. Поза в полусогнутом состоянии – это инстинктивная попытка тела сбросить давление с этих вен. И здесь нужна не блокада позвоночника, а ювелирная работа по снятию брюшного спазма. И, соответственно, в этой ситуации вылечить себя совершенно несложно двумя простыми вещами. Первое. Расслабить брюшину. То есть, помните, мы говорили, что вся брюшина сходится вот на таком вот примерно пятачке. Там вот напротив пупка, сзади, на задней стенке брюшной полости напротив пупка. То есть, вы можете вот так вот, надавив на пупок и подержав до боли, и подержав это давление до тех пор, пока боль не уйдет, эту боль убрать. Ну, желательно продавить вот всю эту область, везде, где будет больно. И второй вариант. Нужно расслабить те самые пояснично-подвздошные мышцы. Это делается с помощью поперечного шпагата. Помните, мы говорили, вес тела перенесли на руки или на живот, а ножки вот растянули в разные стороны. И 2 минутки вот таким вот образом постояли. Вот так вы совершенно несложно уберете боль. Помогают еще 2 упражнения вот, в этой ситуации. Первое, потому что они тоже убирают напряжение вот этой подвздошно-поясничной мышцы. Первое, это поставили ножку вот так на стол и подтянули. Вот. Это упражнение дает именно вот разворот, восстанавливает нормальное положение тазовых костей, которые именно вот перенапряженные пояснично-подвздошные мышцы как раз и ставят в неправильное положение. И вот так вот постоять. Постояли, потом также другую ножку. Вот уже сразу же станет легче. Вот. И может что еще помочь? Вот то, что мы говорили, растяжение задней поверхности тела, да? Положили ножку, наклонились, подержали тоже. Вот это упражнение тоже будет помогать в убирании вот этого острого болевого синдрома. Вот такими простыми, совершенно нехитрыми способами вы всегда без проблем сможете убрать у себя боль в поясничной области. Без всяких лекарств, без врачей, без блокад, без инъекций, без всего. Вот все просто. Благодарю вас. Поделитесь в комментариях своим опытом. Ваши истории исцеления вдохновляют тысячи людей. Точечное нажатие в область пупка работает как клапан сброса аварийного давления. Вы буквально открываете шлюзы, позволяя застоявшейся венозной крови покинуть канал. Медицинская индустрия не хочет, чтобы вы знали эти элементарные законы анатомии. Им гораздо выгоднее продавать вам жесткие корсеты, уколы и дорогостоящие курсы физиотерапии. Но ваше тело – это идеальный инженерный механизм, способный починить себя самостоятельно. Все, что ему нужно, это правильный вектор натяжения и пара минут вашего терпения. Забудьте про страх перед каждым наклоном и перестаньте спонсировать аптечные сети. Ваше здоровье, ваша свобода движений и ваша жизнь находятся только в ваших руках. Слушайте свое тело, используйте правильную биомеханику и будьте здоровы, без всякой химии.